Приветствую вас на канале Спутниковое ТВ. Установил я магнитолку эту китайскую. Вот она так выглядит. Пульт поставил. Пульт, надо сказать, работает так себе. Светодиодики надо, чтобы попадали в инфракрасный приемник, а этого добиться достаточно тяжело. Во всяком случае, на вот этом руле. По Bluetooth работает хорошо. Звонит, сразу подключается, сразу включает приложение. Например, у меня ПК радио стоит на айфоне. Как только я сажусь в машину, он поворачиваю ключ, он сразу соединяется по Bluetooth и сразу включает радио. Вот есть кнопочки. Вот у меня приложение для прослушивания музыки здесь. Там он включает ПК радио, и даже вот этими кнопочками можно переключить радиостанции. Здесь можно набрать номер, он будет звонить. Работает все. Загружает историю вызовов. Пробовал, работает все. И телефонную книгу тоже загружает. Все отображается корректно, по-русски, все нормально. Тут есть, значит, у нас видеовход. Радио работает неплохо. Кстати, звук гораздо лучше, чем на штатной магнитоле. Это Tucson Hyundai. Здесь стояла родная магнитола. Звук на порядок выше и лучше. Я думал, будет хуже. Нет. Звук классный по сравнению со штатной магнитолой. Радио берет, наверное, чуть хуже. Видеовход есть. AUX. Вот он тут. Bluetooth. Так, поставил я камеру тоже заднего вида. Сейчас по меню пройдусь. Вот такое меню. Есть тут в настройках эквалайзер. Вот такой. NC, VC просто. И есть еще Loud. По-русски ТК почему-то. Ну, эквалайзер свой. Значит, тот, который установил я, здесь есть несколько предустановок. Так, возвращаемся. Ну, а тут больше обновление по подсветку. Можно выбрать цвет вот этой вот пимпочки. Калибровка дисплея, подсветка и фон. Тут 3 фона на выбор. Ну, такой мне понравился больше. И тут что у нас еще интересного? Ну, кнопки управления, регион, дата, время. Язык русский есть. Вот. Видеовход, фон линк. Я так еще пока не разобрался, что это. Видео не проигрывал. Флешки читают музыку хорошо, все без проблем, моментально. Здесь есть приглушение яркости. И еще раз, если нажать, выключает полностью дисплей. Ну, так, в принципе. Эта кнопка громкости неудобно сделана. Не очень удобно, скажем. Так, во всяком случае, здесь у меня она очень близко расположена. Но это вопрос решаемый. Пульт работает и этот, и тот, который второй был в комплекте. В принципе, пока я доволен этим всем делом. Сейчас вот покажу, как я подключил камеру. Конечно, чуть геморно было это все дело. Провода достаточно в комплекте, хватило на ляду, все. Включаем задний ход. Включается камера. Вот так вот она выглядит. Выключаем. Включается сразу Bluetooth. Вот так вот в выключенном состоянии магнитола. Если даже в выключенном состоянии вы включаете задний ход, все равно камера включается. Удобно очень. Включаем дальше. Ну, а так, в принципе, за эти деньги очень классный вариант. То есть в комплекте камера была, провод. Короче, все вот это пульт, камера, провода. Все в комплекте, все работает хорошо, корректно. Звонит он и принимает звонок сюда. И слышно вроде бы как меня хорошо. Я звонил пару раз для теста. Человек говорит, прекрасно все слышно, без проблем. И мне, ну, единственное, что громкость, конечно, музыки надо, если, например, на 13 поставить, это очень громко. А если телефонный звонок, то где-то вот 10-13 надо ставить. Ну, а по звуку, я же говорю, ну, достаточно. Мне понравился звук. Какой-нибудь. В гараже у меня тут плохо работает радио. Поэтому показать не получится со звуком. Ну, в общем-то, магнитола за свои деньги мне понравилась. Сколько она прослужит, это уже вопрос. Но за эти бабки это хороший вариант. Так что, если есть какие-то вопросы, задаем в комментариях. Ставим лайки, подписываемся на канал. Будет еще много интересного всего. Всем пока.